Осознанность – это способность знать, что происходит в вашей голове и в теле в любой момент времени, не давая этому полностью себя увлечь. Только представьте, как это полезно. Например, вы едете на машине, и кто-то подрезает вас на оживленной дороге. По привычке вы впадаете в бешенство. Не остается промежутка между стимулом и реакцией. А если вы осознаны, вы фиксируете свое состояние «я злюсь». Но вы же можете не идти на поводу этого чувства и преследовать того водителя, крича на него, когда ваши дети сидят на заднем сиденье и думают, что вы спятили. Осознанность позволяет вам всегда иметь выбор, как ответить на то, что происходит. И вы можете ответить мудро, вместо того, чтобы реагировать автоматически. Без осознанности у вас нет выбора. Если вы хотите выйти за пределы животной природы, единственный способ – это осознанно относиться к жизни. Осознанность – это суперсила. Когда у вас возникают жизненные сложности, а они рано или поздно возникают у всех, приучите себя сразу же погружаться в себя и концентрироваться на внутреннем энергетическом поле своего тела. Вам не нужно оставаться в этом состоянии долго, достаточно несколько секунд, но нужно это делать именно в ту секунду, как у вас возникла сложность. Любая задержка даст уму возможность создать мысленную и эмоциональную реакцию, и она захватит над вами власть. Когда вы погружаетесь в себя и концентрируетесь на ощущении внутреннего тела, к вам тут же возвращается спокойствие и присутствие, потому что вы отвлекли сознание от ума. Если ситуация требует от вас действий, эти действия родятся не из ума, а из состояния спокойствия и присутствия, из состояния бытия. Как солнце бесконечно ярче пламени свечи, так в бытии бесконечно больше мудрости, чем в уме. Если вы не проводите всю свою бодрствующую жизнь в недовольстве, волнении, тревоге, депрессии, отчаянии или поглощенные негативным состоянием, если вы в состоянии наслаждаться обычными вещами, например, слушать шум дождя или ветра, если вы можете видеть красоту облаков, плывущих по небу, или порой находиться в уединении, не томясь одиночеством и не нуждаясь в ментальных стимулах и развлечении. Если вы обращаетесь с совершенно незнакомым человеком с искренней добротой, не желая получить ничего взамен, это означает, что пространство открылось. Неважно, на какое время, в непрекращающемся потоке думания. Когда это происходит, возникает ощущение хорошего самочувствия, живого покоя, даже если это, возможно, едва уловимо. Интенсивность будет варьироваться от порой едва заметного ощущения удовлетворенности на заднем плане до того состояния, которое древние индийские мудрецы называли ананда – благословение бытия. Из-за того, что вы были обусловлены обращать внимание только на форму, вы, возможно, осознаете это состояние разве что косвенно. Когда бы ни появились красота, доброта, признание ценных свойств простых вещей в вашей жизни, отыщите задний план этого опыта внутри вас. Но вы не можете поймать это и сказать: «Теперь у меня это есть», или ухватиться за это мысленно и каким-то образом определить это.
Это как безоблачное небо. У него нет формы. Это пространство, тишина, сладость бытия и бесконечно большее, чем эти слова, являющиеся всего лишь указателями. Когда вы способны ощущать это напрямую в себе, оно углубляется. Есть еще один способ найти внутреннее пространство – осознавать, что вы осознанны. Скажите или подумайте «Я есть». И ничего к этому не добавляйте. Осознавайте тишину, которая последует за «Я есть». Ощутите свое присутствие, неприкрытое, незавуалированное, обнаженное бытие. Оно не тронуто молодостью или старостью, богатством или бедностью, хорошим или плохим, или каким-либо другим атрибутом. Негативность неразумна. Она всегда принадлежит эго. Когда бы вы ни находились в негативном состоянии, есть нечто в вас, что хочет этой негативности и воспринимает ее как нечто приятное или верит, что она даст вам то, что вы хотите. Если вы это осознаете, вы напрямую осознаете эго. И в этот момент ваше эго сменяется на осознанность. Эго уменьшается, а осознанность растет. Если в разгар негативности вы в состоянии осознать, в этот момент я создаю для себя страдания. Этого будет достаточно, чтобы поднять вас над ограничениями обусловленных эгоистических состояний и реакций. Когда возникнет осознанность, это откроет бесконечные возможности, другой, значительно более разумный способ, чтобы справиться с любой ситуацией. Вы сможете спокойно отпустить свое несчастье в момент, когда распознаете его как неразумное. Я единственный человек, от которого зависит мое счастье. Ни от кого и ни от чего больше. Все в этой жизни постоянно меняется. Человек, богатство, мое тело, климат, радости, друзья, мое здоровье. Я счастлива независимо от того, что происходит. У меня есть много или мало. Я счастлива. Я общаюсь с кем-то или остаюсь одна. Я счастлива. Я богата или бедна. Я счастлива. Есть люди, которые говорят: сегодня я не могу быть счастлив, потому что я болен, потому что у меня нет денег, потому что очень жарко, потому что очень холодно, потому что кто-то оскорбил меня, потому что кто-то перестал любить меня, потому что мои дети не радуют меня, потому что мои друзья забыли обо мне, потому что моя работа посредственная. Я люблю свою жизнь не потому, что моя жизнь проще других, а потому что я решила быть счастливой. Я сама несу ответственность за свое счастье. Когда я отбираю это обязательство у кого-то еще, я освобождаю и себя, и их от зависимости. Это делает жизнь каждого намного легче. Никогда не делайте кого-то или что-то ответственным за ваше счастье. Будьте счастливы, даже если жарко, даже если вы больны, даже если у вас нет денег, даже если кто-то причинил вам боль, даже если кто-то вас не любит и в жизни не очень повезло. Будьте счастливы.